Всем привет! В этом видео будем собирать потолок с подсветкой с переходом на стену. Вот так выглядела комната до того, как мы приступили к работе. То есть просто ровный потолок, ну на самом деле он не ровный, естественно, и основные трассы с электрикой. Делаем разметку и отбиваем линии для направляющих профилей. По стенам для того, чтобы обозначить высоты наших двух уровней, и по потолку, чтобы обозначить его форму. По этим линиям засверливаем направляющие профиля. Сразу везде, где это возможно. Нижний уровень нашего потолка, то есть его центральная часть, занимает больше половины комнаты. Поэтому нет смысла зашивать полностью ровный потолок, а потом к нему приделывать центр. Мы сначала сделаем центральную часть, а потом обойдем ее по кругу нулевым ровным потолком из гипсокартона. Профиля основного периметра на месте, и мы приступаем за сборку центральной части. Для начала соберем две боковые части короба. Затем между ними установим третью. Монтаж производим обычным нашим способом, когда есть свободный доступ изнутри и снаружи короба. То есть сделаем вшитый каркас. Для этого закручиваем полоски гипсокартона с запасом по высоте 2-3 см и отбиваем по ним линии по уровню, изнутри и снаружи. Снаружи линия это ориентир для саморезов, изнутри это ориентир для профиля и перемычек. Устанавливаем вертикальные перемычки с лепестками. Они не должны доставать до линии на несколько миллиметров. Установка простая. Подрезаем верхний профиль периметра, то есть его боковую часть подрезаем наискосок до середины и отгибаем треугольником. Ставим туда перемычку и закручиваем ее на саморез по металлу изнутри каркаса. Затем по нижней горизонтальной линии прикручиваем направляющий профиль. Тут все как обычно. Снаружи саморезы по гипсокартону, изнутри к перемычкам саморезы по металлу. После того, как готовы две боковые части, таким же образом вкручиваем между ними третью сторону. Таким образом у нас получится готовый вертикальный периметр для центральной части потолка. Затем по гипсокартону мы отбиваем линии для верхнего нулевого уровня и закручиваем по нему направляющие профиля. Для того, чтобы дальше уже собирать каркас из CD-шек. CD-шки мы обычно располагаем на расстоянии 40 см друг от друга и, разумеется, с учетом будущей раскладки листов на потолке. После того, как все профиля в каркасе установлены, нужно засверлить подвесы. Там, где у нас нулевой уровень и близко до потолка бетонного, мы ставим простые стандартные подвесы. А там, где у нас нижний уровень и до бетона далеко, устанавливаем уголки. После этого нужно весь каркас выровнять и подготовить под обшивку гипсокартоном.
Потолок у нас с подсветкой, поэтому в первую очередь мы зашиваем верхний нулевой уровень и отдаем ребятам под отделку, чтобы они зашпаклевали поверхности, пока к ним есть удобный доступ. А затем мы продолжим сборку конструкции. Первоначальная отделка потолка готова, а нам нужно собрать полочки для подсветки. Как это сделать, есть более подробное видео на канале про монтаж. Ссылка будет в описании под видео. Нам нужно сделать полки для подсветки по всему периметру центральной части. При монтаже нашей конструкции нужно учесть, что потолок с подсветкой переходит в настенную панель, тоже с подсветкой, а световая линия не должна прерваться. Поэтому наши полки не доходят до стены. После того, как готов весь каркас и прикрученные полки для подсветки по всему периметру, можно зашить нижнюю часть центрального короба и прикрутить полоски гипсокартона на торец подсветки. С потолком мы закончили. Теперь можно приступать к изготовлению настенной панели, которая является продолжением потолка. То же самое делаем разметку для направляющих профилей и закручиваем периметр. В принципе, сборка настенной панели ничем не отличается от сборки потолка. Те же направляющие, те же полоски гипсокартона, перемычки. В общем, вшитый каркас. Просто на стене удобнее работать. После того, как периметр готов,
Ставим вертикальные CD-шки и закрепляем их на подвесы. Все стыковки гипсокартонных листов у нас будут находиться внизу. С разбежкой швов, естественно. Следующий шаг. Нам нужно прикрутить такие же полки для подсветки, как на потолке, на боковые части стеновой панели. С одной стороны вертикальную полку мы уже прикрутили. И сейчас вы увидите, для чего нужен был зазор между потолочной полкой и стеной. Обшиваем настенную панель. Провода для бра выводим наружу, согласно плану электрики. Провода для розеток оставляем внутри. Наша работа по гипсокартону закончилась. Дальше отделка. То есть установка уголков, запечатывание швов, шпаклевка саморезов и подготовка поверхности под покраску. А это вид с уже установленными подрозетниками, с поверхностью, подготовленной под финишную отделку, и с подключенными RGB лентами. Почти готово. Но даже в этом виде уже понятно, как выглядит эта конструкция в интерьере спальни. С момента предыдущего кадра у нас добавился цвет и встроенные светильники над изголовьем кровати. Основной потолок у нас белый, а потолок с подсветкой и настенная панель покрашены в один тон. Хочу заметить, что все работы были выполнены
непревзойденными мастерами фирмы Unitech MD с применением исключительно высококачественных материалов. Ну а на этом всем пока. Спасибо за внимание.